Хотите научиться видеть скрытые смыслы и находить ответы на любые ваши вопросы? Привет! Меня зовут Арина. Добро пожаловать на курс из 36 уроков по системе Ленорман для начинающих. Система Ленорман — это тренажер для мозга и интуиции. Можете проверить свою интуицию на деле. Сегодня в центре нашего внимания 25-я карта «Кольцо». Это энергия партнерства, обязательств, верности и цикличности. Девиз этой карты — договор дороже денег. Это энергия объединения противоположностей ради создания чего-то нового и устойчивого. Кольцо связано с верностью и цикличностью. Скорость реализации события по этой карте средняя. Договор требует времени на обсуждение, но после подписания договора вступает в силу немедленно. Давайте разберем эту энергию подробнее. Карта номер 25. Кольцо. Если сердце было искрой любви, то кольцо — это ее кристаллизация. На этой карте кольцо изображено вот на руке оно. Его, может, плохо видно на руке. Потому что эта карта еще символизирует союзы, договоры, брак и любые цикличные процессы. На этой карте соединением двух рук хотели показать скрепление союзов и договоров. Но на классических картах это нарисовано просто кольцо. Это карта священных уз, которые накладывают на нас ответственность, но дают взамен силу единства. Это символ вечности, но и повторяемости. В раскладе это означает стабильность и досрочные переговоры. Ситуация закольцована. Она может быть как бег по кругу, повторяющиеся события, и также может показывать повторяющиеся ошибки. Также это нерушимые клятвы. Кольцо показывает, что это событие всерьез и надолго. Это связь, которую нельзя разорвать по щелчку пальцев. Кольцо — это ценность, это символ статуса и признания. Оно сверкает, привлекая внимание. В жизни это указывает на то, что соглашения будут выгодными или почетными. Камень в кольце — это точка фиксации, символ твердости принятого решения. Кольцо не гнется, оно требует соблюдения условий. Чтобы надеть кольцо, нужно протянуть руку. Это символ добровольного согласия. В отличие от башни, которая навязывает закон сверху, кольцо — это союз равных. Это партнерство, где 1+1 равно бесконечность. Это подписание документов, покупка недвижимости или вступление в сообщество. Ну и, конечно же, вступление в брак — это однозначно. Кольцо, как правило, учит нас верности слову. Оно напоминает, истинная свобода обретается через осознанное ограничение. Когда появляется эта карта, время неопределенности, развилки, например, заканчивается. Кольцо призывает: прими решение, подпиши этот союз, будь верен своему выбору. Это, как правило, карта однозначности, но также и циклов. Она напоминает, что все возвращается на круги своя. Если вы совершаете добрый поступок, кольцо вернет вам его во много крат. Но если вы нарушаете обещание, круг замкнется на вашем запястье, как кандалы. И вы сами будете не рады своим поступкам. Это также символ кармы и ответственности за созданные связи. Кольцо в любви и отношениях как бы показывает, что это классическая карта брака, помолвки или перехода на этап совместных обязательств. Это не просто отношения, это однозначно обязательства равных партнеров. Это крепкий союз, где люди связаны не только страстью, но и общим бытом, планами, ну и клятвами, если это можно так сказать. То есть в любом случае здесь есть ответственность. Это не просто отношения на какой-то промежуток жизни. На данный этап, если вам эта карта выпадает, то у человека серьезные планы. Либо же вы спрашиваете, как сложатся ваши отношения.
Вот эта карта может показать, что это надолго и навсегда. В работе эта карта показывает заключение выгодных контрактов, партнерство, надежные деловые связи. Проект, который будет приносить стабильный доход в течение долгого времени. Это юридическое закрепление договоренности. Если вам выпадает карта, нужно ли вам подписывать договора, здесь однозначно да. Если вы спрашиваете совета и вытягиваете эту карту, кольцо говорит «закрепи отношения». Не бойся брать на себя обязательства. Сейчас время для союзов и договоров. Соблюдай правила и держи свое слово. Соблюдая все правила, ты можешь прийти к своим целям. На карте изображен туз треф. Вот я вам покажу. Туз треф. Это карта обязательств. Она говорит это всерьез и надолго. Он превращает кольцо из простого украшения в нерушимый контракт или обязательство. Это фундамент союза, который невозможно просто так разорвать. Когда кольцо ложится в вашем раскладе, почувствуйте тяжесть золота на своем пальце. Это приятная тяжесть. Она означает, что вы не одиноки в океане жизни. У вас есть опора, есть союзник, есть надежное соглашение. Пусть ваш круг будет золотым, а не железным. Пусть обязательства будут крыльями, а не бременем. Сегодня мир предлагает вам обменяться кольцами самой судьбой. Примите этот союз с достоинством и честью. Напишите в комментариях, на какие вопросы вам выпала эта карта и как она себя проявила. Характеристика человека по карте кольцо. Подписывайтесь и ставьте лайки. Это человек-союз. От него веет надежностью, солидностью и готовностью к сотрудничеству. Кольцо не мыслит себя в одиночку. Для полноценного существования ему нужен партнер, команда или дело, которому он посвящен. Это личность, которая ценит связи, верность данному слову и социальные узы. Его девиз «Вместе мы сильнее». Основные черты характера такого человека на первом плане – это надежность и верность. Если такой человек что-то пообещал или подписал, он это выполнит. Он дорожит своей репутацией и связями. Дипломатичность. Он мастер находить точки соприкосновения. Кольцо всегда стремится к согласию и умеет заключать выгодные для обеих сторон союзы. Консерватизм. Он любит традиции и ритуалы. Для него важны формальности, свадьбы, юбилеи, официальные церемонии. Склонность к повторениям. Иногда он зацикливается на одних и тех же идеях и людях, двигаясь по кругу. В работе это идеальный партнер, юрист или специалист по контрактам. Блестяще справляется с переговорами, посредничеством и долгосрочным сотрудничеством. Идеален в сферах, где все держится на договоренностях. Это юриспруденция, дипломатия, сетевой маркетинг или семейный бизнес. Он хороший командный игрок, он не пытается тянуть одеяло на себя. Для него успех общего дела важнее личного триумфа. Слабая сторона такого человека – это зависимость. Кольцу трудно принимать решения в одиночку. В негативном аспекте это склонность к созависимым отношениям или хождению по кругу одних и тех же ошибок. Внешне это часто люди, которые выглядят очень собранно и гармонично. У них спокойные округлые жесты. В одежде предпочитают классику и обязательно уделяют внимание деталям. Это запонки, часы, конечно же, кольца и другие украшения, подчеркивающие статус. В манерах чувствуется подчеркнутая вежливость и уважение к границам собеседника. В отношениях это тип личности, для которого брак или официальный союз – обязательное условие счастья. В любви кольцо – это верный партнер, который нацелен на золотую свадьбу. Он любит ясность. Если мы вместе, то это должно быть подтверждено статусом.
С ним легко планировать будущее, но он может требовать от партнера такой же тотальной преданности и соблюдения всех семейных правил. Личность типа кольцо – это символ ответственности и единства. Такой человек учит нас держать свое слово и ценить тех, кто идет с нами рука об руку. Он напоминает, что настоящая сила и стабильность рождаются там, где двое или группа людей доверяют друг другу и готовы нести общие обязательства.